Немногие знают, что существуют животные, которые жили на Земле еще со времен динозавров. Почему динозавры вымерли, а эти животные до сих пор живут на нашей планете? Большинство из них почти не изменились, хотя прошли уже сотни миллионов лет. Давайте узнаем побольше об этих 15 древних существах. Поехали! Медузы. По примерным подсчетам ученых, медузы жили на нашей планете еще 600 миллионов лет назад. Продолжительность жизни медуз совсем невелика – около года. Это и неудивительно, ведь ими не прочь полакомиться многие рыбы. Ученым известно более 200 видов медуз, а самая большая по размеру медуза, которую удалось поймать человеку, была в диаметре более 2 метров. У медуз отсутствует мозг, поэтому ученые по сей день в поисках ответа, как же эти существа воспринимают нервные импульсы от зрительных органов. Наутилусы. Наутилусы принадлежат к роду головоногих моллюсков, жизнь которых зародилась на нашей планете около 500 миллионов лет назад. Раковина моллюска разделена на несколько камер, в одной из которых живет моллюск. Другие он использует, чтобы опускаться на глубину или всплывать. Для этого наутилусы либо наполняют биогазом или водой камеры, либо откачивают их. В диаметре наутилусы достигают до 25 сантиметров. В среднем диаметр моллюсков составляет от 10 до 14 сантиметров. Самки наутилуса меньше по размерам, чем самцы. Эти моллюски считаются падальщиками. Их удивительная особенность заключается в том, что они довольно долго могут прожить без пищи или питаясь всего раз в месяц. Мечехвосты. Мечехвосты живут на планете более 450 миллионов лет. Свое название животные получили из-за длинного хвостового шипа в форме меча, который находится на заднем конце тела. Существует 4 современных вида мечехвоста, а 70 принадлежат к ископаемым. Эти членистоногие могут вырастать до 60 сантиметров в длину. Продолжительность жизни мечехвоста впечатляет. Они живут до 20 лет. Мечехвосты выглядят примерно так же, как и многие столетия назад. Самое интересное, что кровь у этих существ голубого цвета. Это происходит из-за того, что у мечехвостов в крови много меди, в то время как наша кровь насыщена железом и имеет красный цвет. Кровь мечехвостов применяют в медицине. Она вступает в реакцию с микробами, и затем появляются сгустки. Именно поэтому из крови этих животных делают реактив, позволяющий определить, насколько лекарство чистое. Латимерия. Это существо одно из живых ископаемых. Появились латимерии на Земле около 400 миллионов лет назад и особо не изменились с того времени. Ученым сегодня известно 2 вида этих животных. Одни обитают у побережья Африки, другие рядом с Индонезией. До середины прошлого столетия эти существа считались давно вымершими. Это сине-серая рыба с крупными светлыми пятнами. Самки крупнее самцов, вырастают до 190 сантиметров, самцы – до 150. Весят латимерии в среднем от 50 до 90 килограммов. Питаются они мелкой рыбой и моллюсками. Сегодня латимерии на грани полного исчезновения, поэтому их вылов запрещен. Неопелины. Неопелины прекрасно живут на нашей планете уже более 400 миллионов лет. Этих глубоководных моллюсков класса моноплакофор можно встретить во многих океанах на глубине до 6500 метров. Длина раковины этих моллюсков может достигать 37 мм. Неопелины не изменились еще со времен динозавров. Акулы. Так как и неопилы и латимерии, акулы живут на нашей планете более 400 миллионов лет. Эти удивительные и уникальные существа не перестают удивлять ученых всего мира. Самые гигантские акулы вырастают до 18 метров, а их зубы растут и сменяются всю их жизнь, как на конвейере. Не хотелось бы встретиться с этим хищником, особенно зная, что у них потрясающий нюх. Они чувствуют запах крови за пару сотен метров. Белая акула использует 14% своего мозга для обработки обонятельной информации. В среднем акулы живут 20-30 лет, а пятнистая колючая акула живет до 100 лет. Существует около 526 видов акул. Вы знали, что акулы почти не ощущают боли? Их тело научилось вырабатывать вещество, притупляющее любую боль.
А еще акулы способны отключить часть мозга в случае малого количества кислорода, чтобы тратить меньшее количество энергии. Эти животные способны даже регулировать уровень соли в воде, а зрение у них намного лучше, чем у котов. Даже в мутной воде акула сможет увидеть свою жертву на расстоянии до 15 метров. Тараканы. Тараканы живут на Земле уже больше 340 миллионов лет. Эти выносливые существа смогли выжить в самые опасные времена для Земли. Это и неудивительно, ведь они могут прожить недолго даже без головы, дыша при этом клетками своего организма. Тараканы очень быстрые и могут за секунду пробежать до 75 сантиметров. Они выдерживают огромные дозы радиационного излучения, такие, при которых человек давно бы погиб. Без воды тараканы способны прожить около недели, а без еды – до месяца. Еще одна удивительная способность самки таракана – она может некоторое время сохранять семя самца, а потом сама себя оплодотворить. Ученым известно практически 500 видов тараканов, и только 30 из них являются опасными для человека. На всех континентах, кроме Антарктиды, можно встретить этих существ. Крокодилы. Более 250 миллионов лет назад на Земле появились крокодилы. Изначально они обитали на суше, а потом решили перебраться в воду. Интересный факт о крокодилах. Они глотают камни, чтобы пища легче переваривалась, а еще для того, чтобы опускаться на глубину. А вы знали, что крокодилы плачут, когда едят? Но это не от жалости, как можно было бы подумать. На самом деле у крокодилов в организме переизбыток соли, которую нужно выводить. А специальные железы как раз находятся возле глаз. Крокодилы в среднем живут до 50 лет, но бывает, что доживают и до 100. В их крови вырабатывается особый антибиотик, который помогает им не заболеть. Если вдруг вас посетила мысль, а не приручить ли мне крокодила, забудьте. Этих животных невозможно дрессировать. Они считаются одними из самых опасных. У крокодилов самый мощный укус среди всех животных на Земле. Черепахи. Более 220 миллионов лет назад на Земле появились черепахи. От вымерших предков современные черепахи отличаются отсутствием зубов и умением прятать голову. Черепахи – известные долгожители, они живут до 100 лет. Эти животные отлично слышат и видят. У них прекрасно развито обоняние. Самое потрясающее, что они могут запоминать лица людей. Еще один необычный факт – там, где самка черепахи отложила яйца, при низкой температуре вылупятся самцы, а при высокой – самки. Готерия. Эта рептилия живет на Земле более 220 миллионов лет. Готерию сегодня можно встретить в Новой Зеландии. Внешне готерия напоминает игуану, но это отдельный отряд – клювоголовые. На затылке у них расположен третий глаз – теменной. Именно этот орган помогает животным определять время суток и ориентироваться в пространстве. В среднем готерии живут до 60 лет, но отдельные особи могут жить и до 100 лет. Готерии подлежат охране. Это вызвано заселением людьми Новой Зеландии и потерей мест своего привычного обитания. Пауки. Уже более 160 миллионов лет плетут свою паутину на Земле пауки. Древнейшая в мире паутина возрастом более 100 миллионов лет была обнаружена в Янтаре. Паутина удивительно прочное волокно, которое так и не получилось создать ни в одной лаборатории. Только представьте, пауки, отправленные в космос, плели трехмерную паутину. Пауки не имеют костей, а их мягкие ткани покрыты прочным экзоскелетом. Некоторые виды пауков живут до 30 лет. Самый крупный паук известной науки имеет длину 30 сантиметров, а самый мелкий – полмиллиметра. Благодаря тому, что самка паука откладывает за один раз более 1000 яиц, пауки смогли дожить до наших дней. Муравьи. Еще одни существа, которые живут на нашей планете более 130 миллионов лет и практически не изменились, это муравьи. Это очень сильные и умные насекомые, имеющие высокую самоорганизацию. Они живут в своей отдельной цивилизации, где во всем царит полный порядок и имеются четкие правила. Муравьи подразделяются на касты, каждый выполняет свою работу. Муравьи даже обучают собратьев, как добывать еду. Они отлично адаптируются к любым условиям, поэтому их популяция самая большая на планете. Настолько большая, что на каждого человека на планете припадает около 1 миллиона муравьев, только представьте.
Муравьи – долгожители среди насекомых. Матки муравьев живут до 20 лет. Утконосы. Более 110 миллионов лет живут утконосы на планете Земля. А ученые считают, что сначала они обитали на территории Южной Америки, а затем смогли добраться и до Австралии, где стали ее символом. Европа впервые увидела шкуру утконоса в XVIII веке. Все приняли ее за подделку. Утконосы – необычные животные, которые отлично плавают. Они легко ныряют за добычей на самое дно. А вы знали, что около 10 часов каждый день утконосы находятся под водой? Сегодня утконосы занесены в Красную книгу, ведь их осталось совсем мало. В неволе утконосы не размножаются. Ехидна. Ехидна, как и утконос, появилась на планете более 110 миллионов лет. Она немного похожа на ежа, а при любой опасности прячется в землю, оставляя свои иголки торчать снаружи. Это животное лишено потовых желез, поэтому летом в самую жару они ведут малоподвижный образ жизни, а зимой могут впасть в спячку, регулируя свой теплообмен. В среднем в естественной среде ехидны живут до 16 лет, а в зоопарке известны случаи, когда это животное прожило 45 лет. Щитни. Эти существа появились на планете в эру динозавров. Щитни живут практически везде, кроме Антарктиды. Эти животные сегодня выглядят практически так же, как и миллионы лет назад, только стали меньше в размерах. Впервые они были открыты в 1801 году. Щитни – это ракообразные, на спине у которых находятся щитки. В среднем длина их тела составляет до 12 сантиметров. Щитни живут во временных канавах и лужах с пресной водой. Пищей им служит почти все, что меньше их по размеру. Эти существа любят плавать вверх тормашками. Почему именно так, ученые так и не выяснили. Это особенно странно, ведь, плавая таким образом, они становятся легкой добычей для птиц. Сегодня во многих странах количество этих существ резко сократилось из-за человеческой деятельности. Как видите, с нами по соседству проживают животные, которые жили рядом с динозаврами. Любая необдуманная деятельность человека может в любой момент привести к вымиранию одного из этих животных. И лишь в наших руках сохранить этих существ для следующих поколений. Какое животное впечатлило вас больше всего?